Всем привет и спасибо, что вы заглянули ко мне на мою любимую кухню, где мы с вами готовим все очень полезно, бюджетно, красиво и легко. Дорогие мои, сегодня я хочу для вас приготовить плов. И этого плова у нас будет два варианта. Один будет плов для тех, которые сейчас на стадии снижения веса, которые на стадии похудения или наоборот фиксации своего результата. Он будет у нас без риса. Ну и второй вариант, который очень-очень быстро готовится, но поверьте, он также очень вкусный, так же как и узбекский плов. Да не обидятся на меня узбеки, но действительно быстро, вкусно и проверенный многими годами этот рецепт. Ну что, идемте готовить. Для приготовления нашего плова нам понадобится глубокая кастрюля, у меня вот такой вот, так мы называли, как раньше, чугунок, силиконовая лопатка, маленькое полотенце и из продуктов питания немножко растительного масла, 300 грамм у меня такой вот свинины или свиной лопатки, 250 грамм морковки, 150 грамм барбариса, стакан воды, стакан риса, 2 большие луковицы, головка чеснока, специи по вкусу, у меня такие разные, всякие сбор какой-то, и лавровый листик. Вот и все. Ну, начинаем готовить наш вкусный плов. Как всегда, самое первое, что мы делаем, разогреваем наш чугунок и затем туда нальем масло. Масло должно хорошо разогреться, такой стать прям горяченьким. Я сегодня беру авокадовое масло. У него очень хорошая температура горения. Я заказала целых 5 литров. Теперь буду готовить на нем. Ну, конечно же, если у вас нет масла авокадо, можно взять абсолютно любое растительное масло. Так, я уже вижу, что наша кастрюля хорошо разогрелась, потому что пошел дымок. И в масло мы высыпаем кусочки мяса. Немного мяса обжариваем. И теперь к мясу добавляем порезанный репчатый лук. Перемешиваем. И тоже немножечко так даем ему обжариться. Буквально 2-3 минутки. И вот уже лучочек схватился, мяско тоже. И добавляем нашу тертую морковь. Морковь я покупаю уже тертую, это очень удобно, экономит наше драгоценное время. Ну, если у вас такая не продается, то, естественно, можно и самой порезать соломочкой или же натереть на крупной терочке. Тоже даем буквально пару минуточек морковки пустить сок. Все у нас уже шкварчит и вкусно пахнет в кухне. Как вы успели заметить, мясо я порезала такими крупными кусочками. И это я сделала специально, чтобы оно было сочным. Теперь я выливаю стакан воды, высыпаю сюда все специи. Специи у меня соленые и перченые, поэтому нужно осторожно не пересолить наше блюдо. Обязательно попробуйте перед тем, как уже блюдо будет закипать, на соль и на специи. И теперь я добавляю хорошо промытый. У нас продается рис. Если у вас такого нет, то обязательно промойте его прямо в холодной воде раз 5. Бум. Немножко поможем. Я вот так вот распределю немножко наш рис. Добавим барбарис. Если у вас нет барбариса, возьмите просто-напросто обыкновенный изюм. И опять же, это по желанию. Мой муж так любит, поэтому я добавляю барбарис.
Моя мама делает всегда с изюмом. И очень вкусно получается. Такой плов, как у моих родителей. Это просто даже узбеки хвалили. Ну, по сути, уже все готово. И вот такой нюанс. Обязательно добавьте головку чеснока. Он даст очень пикантный вкус нашему плову. И, конечно же, лавровый листик. Ну и повторюсь, в специи вы можете добавлять абсолютно любые, которые вы любите. Я сейчас закрываю крышкой наш чугунок, убавляю температуру. У меня было на десятке, сейчас я даже на 5. И начинаем томить наш плов под закрытой крышечкой. До того состояния, пока наш рис не станет таким упругим и вместе с тем готовым. Но я вам скоро покажу, что у нас получилось. Давайте посмотрим, как плов наш выглядит в данный момент. Запах чудесный совершенно. И видите, водичка уже выпаривается. Ну, еще, думаю, минут 15 и плов будет готов. Для того, чтобы приготовить наш полезный диетический плов, нам с вами сегодня будет нужно. Я взяла большую глубокую такую вок-сковородку с крышкой, небольшое полотенечко, силиконовая лопатка и из продуктов питания. Растительное масло. Вместо риса главный компонент у нас будет рис из цветной капусты. Он у нас вот таким уже и продается. Если у вас такого нет, вы можете просто-напросто взять цветную капусту и натереть ее на терке. 300 грамм у меня еще будет сегодня из мяса куриное бедро, которое без шкуры, без кости. 2 большие луковицы, 250 грамм тертой морковки и ваши любимые специи. У меня вот смесь такая разная, и еще я добавила четвертиночку ложки молотого тмина. Он придаст такой пикантный вкус плову, и мне так нравится. А вы можете добавить все, что вы любите. Ну а теперь начинаем готовить. Как обычно, мы начинаем приготовление всех блюд с того, что мы должны включить сковородку или чугунок, если это обыкновенный плов, или кастрюлю и раскалить до определенной температуры, чтобы мы начали обжаривать наше мясо. На дно сковороды я выливаю немножко растительного масла, любого. Главное, чтобы у него была хорошая температура горения. У меня это масло авокадо. Теперь в хорошо разогретое масло я добавляю мяско. И мы должны его немножечко обжарить на такой хорошей температуре, чтобы оно как бы запечаталось. Мясо обжарим буквально пару минуточек. Видите, оно уже начало менять цвет. И это как раз то, что нам нужно. Теперь самое время добавить к мясу наш порезанный лук. Все это перемешиваем и тоже слегка лучок обжариваем вместе с мясом. Периодически помешиваем. Лучок тоже так прихватился. И к ним добавляем морковку к мяску с луком. Вот так у нас уже все красиво выглядит. Смотрите, разные цвета. И пахнет очень хорошо. Сейчас немножечко припустим морковочку и добавим наши специи. Еще раз помешиваем. И я добавляю вот такую смесь из специй. И, как я уже повторюсь, молотый тмин у меня. Я тоже очень люблю. Теперь помешаем еще разок. Все компоненты вошли во взаимодействие. И сейчас можно попробовать, чего в нашем будущем плове не хватает. Соль, перца, может быть. Или же добавить еще немножко специй. Я добавляю еще 1 чайную ложечку своих специй. Смесь такая вкусная. И немножечко поперчу. Еще раз все перемешаю.
Жидкость, видите, да, испарилась уже. Лаврушку брошу, лавровый листик. И сейчас ответственный момент. Мы с вами должны добавить наш рис из цветной капусты. Я его добавляю в самый последний момент, потому что он должен быть таким не разваренным, а похрустывать немножко. Перемешиваем все. И по сути наш плов уже готов. Закрываем крышечкой. И буквально еще 3 минуточки мы его вот так потушим. И я вам покажу, какой он красивый получился у нас. Вы видели, как все легко, быстро. И знаете, что я вам скажу? Вот этот плов, который я сделала для худеющих, он ничем не хуже, чем тот, который я приготовила для своего мужа. Этот рецепт, первый я имею в виду, я обязательно даю в своих программах для тех, которые сейчас на стадии снижения веса. И мои девочки, мальчики с удовольствием едят этот плов, и им он очень-очень нравится. К сожалению, я вам не могу ничего показать сегодня, первый раз в жизни, по-моему, после того, как приготовила, потому что я записывала этот рецепт, и на следующий день немножко простыла, и у меня пропал голос. Так что, естественно, за это время мы съели наш плов, и сегодня я покажу вам только видео где-нибудь в углу на этом ролике. Так что готовьте вместе со мной, делитесь своими впечатлениями, в комментариях, может быть, пишите, что бы вы хотели, чтобы я для вас приготовила в следующий раз, и я обязательно это для вас сделаю. Спасибо, что и сегодня были у меня в гостях, спасибо, что вас становится у меня все больше и больше, и спасибо вам за лайки и подписки. До новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!